Всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Спасибо. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь и лайк поставьте. Тема сегодняшнего расклада. Что нового на форуме ваших недоброжелателей? Сплетни о вас. Посмотрим. Какие там новые сплетни о вас. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Карта ангелов. Следом черная кошечка, да? Интересные карты такие. Сейчас буду докладывать. Почему-то говорят, у вас как вот на кардиограмме вот эти вот пики меняются. Тут первая карта ангелы, покровительство высших сил. И тут вышла эта тоже карта. Как будто бы у вас мог период быть такой, ну прям, как будто бы вас вели и охраняли, оберегали. Сейчас он сменился, ну, может быть, сменился, может быть, уже он как бы заканчивается, мне кажется, какой-то период, может, каких-то неприятностей, полоса, череда, то ли неприятности, то ли вы элементарно не можете заполучить желаемое, да, вроде вот к чему-то стремитесь, прилагаете усилия, вроде бы объективно, должно это случиться, вот вы ожидаете, как бы, многих заслуженно это должно произойти, а оно не дается, не идет вам, и результат, который вы там все наметили, он не достигается почему-то. Ну, говорят, это вам, знаете, как испытания какие-то, почему-то мне так идет. Это когда выражение такое, когда вот тьма наиболее, как это, сгущается перед рассветом, да, что-то такое выражение какое-то. Как будто бы вам вот чуть-чуть осталось подождать, вот, может быть, этот период вашей жизни, вот он уже закончился или вот заканчивается. Это как какое-то испытание для вас. Вот дождетесь вы, дойдете ли вы до, ну, где-то не обязательно финала, но вот какой-то этап вашей жизни, да, какая-то дистанция, вот такой, вот, можно сказать, вот забег на какую-то дистанцию, вот у вас заканчивается где-то. И это все заканчивается, тут карта идет перерождение, выход на более какой-то высокий уровень, переход на этот уровень. Однозначно, это как, я опять повторюсь, это какая-то как провокация высших сил, испытание для вас, сдадитесь вы или нет, отступитесь вы где-то от своей какой-то мечты, цели, от поставленной цели какой-то элементарной, я не буду тут уже высокопарные слова там какие-то, там уже миссия, призвание, нет, элементарно какую-то перед собой видели цель, вы к ней шли, и тут и так оно не дается, и так не вроде бы не идет, не получается. Ну, как будто бы, знаете, вам говорят, откажешься от этого, отойдешь в сторону, и у тебя не будет этого результата. Сейчас будешь дальше продолжать идти в этом направлении, ты достигнешь желаемого. Почему я это говорю? Потому что следом идет вот это покровительство высших сил. Какая вы еще? Вы женщина, для которой очень важно дом, семья, поддержка близких, хорошая мамочка, заботливая жена, добрый, светлый человек. Почему-то у меня тут такое сочетание идет, как будто бы вы очень много страдали от проявлений. Кстати, может быть, вы от проявлений, кстати, близких людей, каких-то токсичных. Вот как-то у меня идет вот так вот, какое-то разочарование какое-то. Разочарование от проявлений людей из вашего окружения, ближайшего. Так, сейчас я уточню, о чем это. Ну, мне опять, я не знаю, девочки, почему мне который расклад выходит уже, я спрашиваю, окружение, это какое ближайшее ваше окружение, карта семья у меня выходит. А по поводу вас я спрашиваю, тоже для того, чтобы быть уже более-менее честной, да, такой объективной, спрашиваю, это вы вот токсично, а вы как в иллюзиях каких-то пребывали по поводу людей, может быть, по поводу... Ну, понятно, если это близкие. У кого-то это пройдет прям, ну, к семье приближенный, да, кто-то, у кого-то как подруга, сестра, у кого-то, ну, прям родные, там, супруг, может быть. У кого-то это рабочий коллектив, даже часто люди как семьей становятся. Ну, как будто бы вы пребывали в иллюзиях, поэтому
подозреваю, когда эти розовые очечки наши разбиваются стеклышками внутрь, это очень больно, болезненно. Поэтому тут слезки, поэтому какое-то такое разочарование. Почему? У кого-то тут какой-то мужчина. Связано это с мужчиной, с разочарованием в мужчине, в мужском поступке. Тут какое-то идет отторжение. Вполне возможно, ну, тут дальше идет тут это же князь какой-то, подчинение. Ну, не буду говорить, что он там вас старался подчинить. Вполне возможно, вы надеялись с ним отношения нормальные какие-то выстроить. Я буду читать это какие-то иллюзии по поводу того, что, может быть, вы хотели, чтобы отношения с этим мужчиной развивались по тому сценарию, который вы для себя там, ну, наметили, приметили. Он для вас был объективно максимально приемлемым. Ну, я так думаю, там, ну, уж не знаю. Любовь, гармония, взаимопонимание, поддержка, партнерские какие-то отношения, может, семейный формат, да, брак у кого-то. У кого-то это могло все, как бы, отторжение, разрушиться, как будто бы не получили желаемое. У кого-то, если даже вы в семье, это семья, то опять-таки почему-то мне тут карта вот по влюбленным и марионетка. Вы могли почувствовать себя, знаете, как будто бы, ну, вас обесценивают, вами пытаются манипулировать, как пытаются управлять, направлять. У кого-то еще тут параллельно может быть как вариант. Наличие еще, ну, не хочу, мне язык не поворачивается, другой женщины, но наличие третьих лиц, да, влияние третьих лиц по влюбленным. То есть вы не чувствовали себя, ну, назовем это так, вы не чувствовали себя в этих отношениях, не чувствовали того, что вы являетесь как в приоритете. Отношения с вами для этого человека являются вот приоритетными, что он вас выбирает вопреки всему, несмотря ни на что, он делает на вас выбор, как будто бы. Почему такое какое-то идет, как будто бы ощущение, как будто бы разочарование, ощущение, что вас обесценили, ощущение того, что вы тут надеялись на одно, получили совершенно другое, иное. Для вас в любом случае проявление этого человека по карте яд это токсично, разрушительно, болезненно, и это наложило отпечаток на ваше состояние. Но мне почему-то так идет. У кого-то даже не отношения какие-то печальные с мужчиной, это может проиграться осадочек такой взаимоотношений с какими-то людьми. При этом вы их воспринимали, почему-то там карта семья идет. Ну, то есть близко к себе подпустили. Поэтому может быть такое болезненное разочарование. Как-то так. О чем тут ангелы? Вот не обижайтесь, я такую фразу скажу, иногда меня это коробит, когда я такие фразы слышу, конечно, от тарологов. Но вот тут так вот прямо я на свою голову я спросила, при чем тут ангелы? Что значит это покровительство ангелов? Это вас ведут куда-то. Вот тут опять такой подтекст, смотрите, говорят, как будто бы это задумка высших сил, вот так вот, чтобы вот это случилось в вашей жизни, иначе вас бы не привели к какому-то результату. Может быть, сейчас то состояние, в котором вы находитесь, это как промежуточное, это не конечное. Если у кого-то вот эти вот слезки, обиды, разочарования, то поймите, вы не будете в этом вечно, ну, слава богу, да. Это вас к чему-то ведут. Вы на основе этого потом будете трансформироваться, переходить на действительно какой-то другой уровень, более высокий. Уже вы станете, ну, улучшенной версией самой себя. Может быть, без этих разочарований, без этих уроков не будет и роста, не будет у вас и желания где-то какие-то шансы в чем-то другом, с кем-то другим брать. Ну, как будто бы свою жизнь менять. Потому что, ну, правда, как правило, мы из зоны комфорта и состояния, где нам все устраивает, мы лежим в этом теплом болотце, мы не меняемся, мы не трансформируемся. И тут опять-таки вот история, почему я об этом говорю. Карта подарок, гроб и крест. История тоже как будто бы вот запланирована где-то, это ваша трансформация, перерождение. Вот извините, как какой-то вот подзатыльник, да, какой-то пендель. Вот это как тоже запланировано. Потому что тут карта подарок, вы ждали одного, допустим, какого-то, ну, подарка, да, от судьбы, какого-то финала, там уже, не знаю, хэппи-энда, да. А вместо этого классного подарка, из этого подарка выскочил злобный клоун, форс-мажор, нежданчик какой-то, вот то, чем вы не могли
и не предполагали, и не подозревали. Вот какой-то форс-мажор случился, все пошло не так, как вы надеялись. Карта Гроб, все накрылось медным тазом, все закончилось, может, еще даже не начавшись толком. И говорят, карта Крест в конце, это как вот для чего-то это, для того, чтобы где-то принять вот то, что случилось, вот, может быть, вас оберегают, отводят от чего-то. Ну, тут скорее история о другом, о том, чтобы где-то для себя осознать, что тут некоторые вещи должны были с вами случиться для того, чтобы вы изменились. Может быть, перестали где-то настолько быть наивной, может быть, обратили внимание больше на себя, или же тут внимание на других каких-то партнеров, вот скажем так. Тут какой-то крест, тут как будто бы это случилось, и это уже не отмотаешь, не переделать это, не как будто остается принять это как должное, как урок какой-то. Как кинопленку назад не отмотаешь. Вот что-то тут такое. Так, давайте. Мы смотрим, вообще-то мы смотрим сплетни о вас, да? Так, кто сплетничает о вас? И о чем эти сплетни? Ночь о вас. Кто сплетничает о вас? О чем эти сплетни? 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 Итак, кто сплетничает о вас? Интересно, как. Кто сплетничает о вас? Тут не один человек, тут коллектив какой-то. Рабочий коллектив, коллектив каких-то, ну, как я по-другому скажу, может быть, где-то вы вместе в каком-то учебном заведении чему-то обучались. Может, вот детского сада коллектив какой-то. Так, странно. Сила, белая карта, самобичевание. Кто сплетничает о вас? Ух, какие карты. Так, давайте докладывать, это мужчина или женщина? В большей степени, да, но тут коллектив, но все-таки кто вас сплетничает? Ну, женщины больше все-таки мне идет. Вот я уже, ну тут хотя больше это, конечно, женский коллектив похоже. Группа лиц, это, как это сказать, преступная группировка. 3 женщины, 100% между собой кости вам моют. Так, при этом такое ощущение, как будто бы эти женщины, чисто мне так интуитивно даже идет, эти женщины между собой связаны, повязаны, может быть, да, в чем-то друг для друга выгода, ну, не знаю, как это сказать, выгода какая-то прослеживается от взаимоотношений друг с другом. Может быть, знаете, как рука руку моет, прикрывают спины друг друга. Вполне возможно, трудовой коллектив. Так, опять-таки, ух, женщины такие, как вам сказать, могут пойти на подлость, предательство, манипуляции, очень нечестные какие-то ходы. Видите, тут мужчина показано в спину, как заколол этого вот какого-то другого своего, ну, можно сказать, соперника, да. Вот почему-то он вот как со спины подошел и заколол. Вот, 5 мечей. Ну, нехорошая карта. И тут вот как будто бы люди по 8 мечей тоже какие-то
связаны, может быть, тоже какими-то не очень красивыми историями, знаете, друг про друга какие-то знают тайны. Не то, что тут шантаж друг другом, ну, как компроматы друг про друга знают. Опять-таки, семерка жезлов, вполне возможно, идет постоянная какая-то борьба у них друг с другом, но она не выйти, знаете, как наружу не выходит, это больше как в полутени это все находится. Это желание где-то может, ну, какая-то борьба, вот незримая друг с другом. Мне вот так вот идет. Доказать что-то друг другу. Как-то они, вот эти люди, это в коллективе, люди, которые про вас сплетничают, они не друзья друг друга, они друг другу не доверяют, они друг другу, знаете, знают друг про друга какие-то гадости. Может, этими гадостями повязаны. Вот тут как-то так, девочки. Да вот довольно-таки деятельные они, как будто предприимчивые. Что я могу сказать, эти женщины? Ну, явно им не сидится спокойно. Опять-таки, какие эти женщины? Почему-то мне вот показано все-таки больше женщины, да? Тут такая солянка, как будто бы. Понятно, что есть ведомые, есть лидеры, но тут как будто бы больше, так вот, как по восприятию, эти женщины как будто бы не удовлетворены. У кого-то отсутствует полностью тут разбитое сердце, то есть личная жизнь отсутствует. Почему-то тут вот это вот такое ощущение, как будто бы кто-то может максимально отдавать времени работе, уходить с головой в эту работу. Кто-то элементарно, почему-то мне эта карта на вас часто выходит, кто-то мог почувствовать из этих женщин как конкуренцию с вашей стороны, то есть вас считывают как сильную личность, как конкурентоспособную личность, да, скажем так. Кто-то там старается вот из этих женщин, допустим, там как корона, как вот просто павлин. Человек привык, что он, допустим, его воспринимают там, если это женщина, да, что вот она негласно, да, первая красавица там, вот на деревне, да, хотела сказать. Первая красавица в этом коллективе, как будто бы мужчины в первую очередь уделяют ей внимание, интерес со стороны мужчин, вообще всеобщее, может, восхищение там. А тут такое как будто бы ощущение, где-то вы не то, что там пододвигаете ее в сторону, ну, как минимум, она так на вас смотрит, и это тоже ей не нравится. Тут такое проходит. Опять-таки, где-то в этом коллективе, я же просто характеризую, тут не один человек, о чем и речь. Тут я говорю, как будто бы минимум 3 женщины сплетни о вас каких-то разводят. Какие я сейчас буду смотреть? Опять-таки, показано, что довольно-таки они, когда они вместе, они вот силой являются, действительно. И у них они как в связке работают, они, может быть, общие какие-то у них тут цели, планы, тут как вот созидают что-то, оберегают что-то, вот такое вот. Опять-таки, сейчас я спрошу, вот сила это, да, они сильные. Говорят, это они сильные на самом деле. А вы как пребываете в иллюзиях по их поводу. По поводу того, что, может быть, вы думаете, что они к вам нормально расположены, карта сердца. Знаете, на самом деле. А на самом деле люди, в принципе, пока вы им выгодны, все нормально, все хорошо. Может быть, даже в моменте, как-то так мне интересно идет. Ну, как будто бы вы тут обольщаетесь на их счет, вы считаете, что эти люди, ну, к вам лучше, вы считаете, что они к вам относятся лучше. Ну, короче, на самом деле, они к вам относятся хуже, чем вы думаете. Вот так вот скажу. Как-то так. Но тут, в принципе, вы правда можете быть им выгодны, нужны, общение с вами, может, сотрудничество. Вот пока нужны, вас могут к вам нормально типа относиться, да, удача, все хорошо. Как только
Но это все равно, вот даже когда вы им выгодны и нужны, все равно идет какой-то вот как карта огонь, энергия идет, и все-таки как сплетни, все-таки как какое-то обсуждение вот вас. Мне так идет, игра какая-то. Это, ну, не чисто, как-то вот какое-то отношение такое к вам странное, не могу понять. И тут дальше такие карты, вот какие-то люди. Кто-то из них, опять-таки, может быть, состоять в этом, ну, то ли союзе, то ли в тройственном этом союзе, уж не знаю, в коллективе. И даже может как-то то в вашу сторону склоняться, то есть как не то, что там быть вашим адвокатом, а с вами нормально общаться. Потом, когда он с ними, то переходит на их сторону. Тут потом человек занимается самобичеванием, сам тебя накручивает, зачем же я вроде с ней другом являюсь. Вот как-то так. Тут один какой-то перебежчик. Кто-то такой, карта подсолнух, он приспосабливается, поворачивается, пока вы с ним, он вроде общается, этот человек, эта женщина, она с вами общается, улыбается, потом она приходит вот в коллектив, когда вас нет туда, то она может даже, ну не то, что там на вас гадости говорит, но слушает и головой кивает, и подстраивается, и все вот как будто бы внимает молча, да, все там какие-то гадости о вас, сплетни какие-то, вот такое вот что-то. Кто-то из них тут очень негативно настроен, потому что тут какой-то подклад, кладбище, вплоть, ну, я не буду в прямом смысле это читать, хотя это магические карты. Вплоть до того, что человеку, если вы не угодны, не выгодны, человек готов тут на какие-то гадости. Ну, девочки, подклады, кладбище. Вплоть до того, что человек готов какие-то, правда, дичь какую-то творить для того, чтобы, ну, то ли вас выпереть из этого коллектива, или для того подставить, или как-то вот. Тут не очень хорошие какие-то такие карты. Я спрашиваю, что человек преследует? У кого-то материальный какой-то аспект. Я не знаю, уж может вы там дорогу перешли, или вы там планируете идти на повышение, это, допустим, да, и забыли его поставить в известность. А он тут узнает, этот человек, он, допустим, 10 лет уже там планировал стать начальником какого-то отдела, а тут вы нарисовались, да. Конкуренция. Конкуренция идет, тут мне такое идет, как будто бы, я не знаю, какая-то как сплоченная в чем-то семья. Мы уже посмотрели, насколько там друг с другом у них какие-то войны, выяснения тоже отношений, но оно такое какое-то вялотекущее, да. Это совсем не значит, что они не могут против вас объединяться. Тут, скорее всего, могут. Тут как будто бы какой-то есть один кто-то, как не то, что там зачинщик, как будто бы идеологический лидер, так можно сказать. Вот карта семья, стабильность, якорь. И тут как будто парусник. Человек может обещать что-то хорошее. Как будто он как и ангел и демон. Не настолько, знаете, как будто бы плохой персонаж, это вот какая-то из женщин, но она пытается манипулировать. Она тут опять какой-то подтекст денежный, а для себя она выгоду ищет, понятно. И пытается манипулировать остальными. У нее это удается, кстати. Не знаю, вот такой вот мне вот такой какой-то коллектив сейчас вышел. Никто конкретно, но там минимум 3 женщины. Вот этот коллектив, в этом коллективе у вас сплетни. О чем сплетни? Звезда. Сейчас расскажу. Так, коллектив. О чем сплетни? На прямых. Ух ты, что про вас говорят. Сейчас, девочки, я это заберу, уберу, заберу. В сторону отодвину. Что тут есть о чем рассказать. Сплетни о вас. Угу. Ну вот смотрите, все, что выходит, то я озвучиваю. Может, там, конечно, вам не очень приятно будет, но это же не я говорю, это карты говорят. А через карты говорят эти замечательные ваши 3 минимум девушки из какого-то коллектива дружного, назовем это так. Вас называют звездой. Типа все люди как люди, а вы звезда.
Ну, интеллект это да, конечно, в первую очередь, но тут чуть-чуть другое. Тут говорят о том, что корона у вас на голове, может быть, вы слишком какая-то, не то что там надменная, холодная, но какая-то такая, дистанцию держите, фиг поймешь, что у вас там на уме, свою какую-то цель поставила и идет, преследует ее. Какая-то, знаете, такое почему-то подчеркивает, что вот то ли не вы не из их коллектива, то ли вы не их поле ягода, вот тут как-то так. При этом приписывают вам вот это вот надменное какое-то выражение лица, вам какое-то типа завышенное требование. Вот эти сплетни так говорят, да, что у вас вот какая-то, не знаю, то ли планка, то ли ожидание от жизни, то ли ожидание от взаимоотношений, в том числе от взаимоотношений в коллективе. Как будто бы вы тут претензию ко всему миру какую-то такую вот испытываете. Что-то мне так идет. Так, опять-таки сплетни. Вот это, не знаю, темперамент, как это считать. Может быть, сочетание с этим, что вы готовы чуть ли не тоже идти по головам, использовать все моменты для достижения целей. Тоже такое может быть. Так. При этом, вот тут так интересно, при этом как будто бы вы транслируете какой-то образ. Тут карта дома, это ж не обязательно карта того, что вы домашняя, тихая, спокойная. Нет, тут другое. Тут как будто бы вы, может быть, знаете как, хотите в полной мере быть полноценной составляющей, вот, допустим, этого коллектива, претендовать на какое-то место вот в этом доме, допустим, в этом коллективе, там, где вы находитесь, на работе. Как будто бы вы претендуете на то, чтобы ну, чуть ли не быть, ну, как не то, что управляющей в этом вот коллективе, в этом доме, а, ну, хозяйкой, да, вот скажем так, не как в гостях находиться там, а полноценной хозяйкой, вот, допустим, на работе, где-то, где вы находитесь, на рабочем месте. Вот как-то мне так идет. При этом сплетни еще о чем. В общем, вы поняли, что у вас тут планы такие. Если вы там на какое-то место работы пришли, перешли, то тут как будто бы у вас планы надолго обосноваться и конкретно быть хозяйкой положения во всех смыслах. Если вы, опять-таки, это какой-то коллектив, может быть, подруг, то вы, опять-таки, вы говорите, я не хочу под вас подстраиваться, у меня свое видение есть, я такая же полноценная там, не знаю, частью полноценный член общества, как и вы. Почему я должна прогибаться под вашу какую-то дудочку, там, плясать, почему я должна там, прислушиваться к вам сильно и, там, или думать, там, как вы манипулируете, я должна прогибаться. Тут как будто бы вот такое, говорят, что вы тут такая какая-то, не то, что там своенравная, ну такая, саму себе знаете, ни под кого подстраиваться не собираетесь. При этом сплетни о вас, о том, что вы транслируете себя, где-то такой вот как искренний ребенок, добрый, наивный, вот. На самом деле это всего лишь какая-то ваша личина, это облик. Вот карта сцена, говорят, что это вы игру какую-то свою ведете. Тут лиса хитрая, и у нее тысячи человеческих обличий. Вот она как будто бы на этой сцене играет и меняет эти лица. Вот говорят, что вы вот такая хитрая лисичка, которая там не разыгрывает какие-то сценки. На самом деле, вот эта карта говорит наигранная святость. Вот этой вот личиной какой-то там добропорядочности святого человека скрывается вот личина тут вампира. Тут зубы такие огромные. Тут оборотень какой-то. И карта следующая, сокрытие. Как будто бы у вас очень много скрытного, непонятного. И то, о чем вы никому не говорите, не доносите. То есть и для них это непонятно. Как будто бы, правда, тайна за 7 печатями. Видите, изображена фигура человека, который одевает вот эти вот самые кожаные, вот эти латексные перчатки для того, чтобы скрыть следы то ли преступления, то ли своих возможных преступлений. Как будто бы они о вас нифига не знают, ну вот рассказывают сплетни о том, что это вот мы о ней не знаем, потому что она скрывает что-то о себе. Там очень много тайн, там очень много непроясненного, что ж, почему ж так у нее в жизни еще там сложилось, и как у нее там на самом деле складывается. Она хитрая лиса. Так, опять-таки, у кого-то тут элементарные сплетни идут по поводу вашего семейного положения, потому что тут карта освобождения, розочка такая, вокруг был у нее хрустальный купол, ну, как
ограничения, да, и тут карта дерева, это вплоть до того, что может рассказывать, что вы там то ли развелись, то ли недоразвелись с кем-то. Ну, такое, как будто бы свободное плавание, вы можете быть, вот сочетание еще вот так уже карты читаются. Тут карта темперамент, страсть, вот это освобождение. Вплоть до того, что могу сказать там, если вы там в непонятных отношениях для них семейного формата, да, то ли вы замужем, то ли не замужем, могут сказать, да тут у нее эти, то ли любовники, то ли как минимум желание где-то с кем-то, как будто бы, ну, начать какую-то любовную историю. Открыто для каких-то отношений, вот так могут говорить. Так, могут еще, ну ладно, сплетни, дерево, это еще как здоровье считывается, ну, вряд ли сюда такое подойдет. Вообще говорят еще, что на самом деле вы сплетница, вы участвуете в сплетнях. Ну и карта крест. Сейчас я буду спрашивать, о чем это карта крест. Сплетни о вас. Сплетни о вас. Крест. О чем это? Знаете, как могут говорить, что вы сплетничаете и о себе как будто какую-то не очень правдивую информацию выдаете. Опять-таки, вот какой-то такой подтекст, что вы как лиса хитрые обличия меняете, и с одним человеком вы об одном говорите, одна, с другим о другом, и фиг вас поймешь, как-то так. Опять-таки, могут говорить о том, что вы распространяете сплетни, и в этих сплетнях вы выдаете свою какую-то вот, типа, надуманную картинку вашей жизни, вашего мира, вот почему-то вот так вот, потому что тут карта радуга и карта крест, вот как это я буду читать, что говорите, допустим, у вас все хорошо по карте радуга, там, что я замужем, там у меня все прекрасно, а на самом деле они говорят, карта лабиринт, у нее все непонятно, у нее туманная, плюс луна еще, вообще как будто правды от вас не узнаешь и не добьешься, и в чем эта правда ваша, непонятно. Тут больше как будто бы вы утаите какой-то негатив о себе. А он есть. Они прям говорят, они чувствуют, что какой-то негатив есть у него в прошлом. Вот карта крест. Вот это уже случилось. Вот такое же. Вот как-то так сегодня. Ну что-то тут они... Что-то они тут против вас как-то так... Даже не могу сказать, что они сильно агрессивно настроены. Но вам не верят, считают, что вы пытаетесь казаться тем, кем вы не являетесь. И в то же время по карте звезда, что у вас тут такое самомнение, тут такое планочка такая, корона на голове. Угу. Чуть ли не цену себе не сложит. Все люди как люди, а вы звезда. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.